Цветы, слезы и иностранные делегации. В Тегеране прощаются с Али Хаминеи. Похоронная церемония продлится почти неделю. Израиль планировал покушение на иранских переговорщиков. Из-за угрозы самолет с парламентской делегацией экстренно посадили. А США лично предупреждали Тегеран об опасности. В Киеве день траура после российской ракетной атаки. Число погибших возросло до 30 человек. Трамп обрушился на страны НАТО с критикой, что те недостаточно платят. Мерц ответил: Берлин готов увеличить расходы. В Монако ищут женщину. Она переоделась мужчиной, устроила взрыв у жилого дома и сбежала за границу. В Москве очереди на заправке, бензина не хватает. А полиция задержала дельцов, пытавшихся сбыть 1000 литров бензина. А именем Трампа назвали аэропорт во Флориде. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Иране спустя 5 месяцев после ликвидации израильской авиации начались похороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаминеи. Церемония прощания продлится почти неделю и пройдет в нескольких городах. Вместе с Хаминеи хоронят и других погибших при авиаударе членов семьи, в том числе жену и дочку нынешнего верховного лидера Ирана Моджтабы Хаминеи. Остается интригой, появится ли на церемонии прощания и похоронах сам Моджтаба. Он так и не появился на публике после 28 февраля. Но сегодня на церемонию официального прощания пришел тесть Моджтабы Хаминеи, Галамали Гаддададель. После него в зал прощания пустили женскую делегацию в хиджабах. Они активно оплакивали верховного лидера. В Тегеран уже прибывают иностранные делегации для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаминеи. В иранском МИДе говорят, приедут представители около 100 государств. Индия направила в Иран заместителя министра иностранных дел Павитру Маргариту и губернатора штата Бихар Саеда Ату Хаснайна. Китай будет представлять заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хэвэй. Делегацию России на церемонии прощания возглавит заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Попрощаться с Али Хаминеи его сторонники смогут до вечера воскресенья. Власти Исламской Республики рассчитывают, что за несколько дней церемоний в них примут участие несколько миллионов человек. В 1989 году в похоронах предшественника Хаминеи аятоллы Хамейни участвовали более 10 миллионов иранцев. На время церемонии в Тегеране закрыты государственные учреждения, ограничено движение транспорта и частично закрыто воздушное пространство. На улице вывели армейскую технику, усилили патрули, улицы окружили боевики корпуса стражей исламской революции. Субботняя церемония в Тегеране станет только началом масштабных похорон. Затем траурные мероприятия продолжатся в священном для шиитов городе Куме, после чего процессии впервые пройдут за пределами страны, в иракских Наджафе и Кербеле. Финальной точкой станет Мешхед, где 9 июля Хаминеи похоронят у мавзолея имама Резы, одной из главных святынь шиитов. Еще за день до начала церемонии прощания к гробам Хаминеи и членов семьи пустили наиболее активных сторонников. С цветами и портретами, накатывая волнами, толпа оплакивала аятоллу, который правил Ираном 37 лет и отличился беспримерной жестокостью при подавлении протестов против исламистского режима. Только в январе, за несколько недель до гибели, по приказу Хаминеи были убиты по разным оценкам от 30 до 40 тысяч сторонников смены режима, вышедших на улицы с протестами. Али Хаминеи был ликвидирован ударом израильской авиации в первый день войны 28 февраля. Спустя несколько дней после его гибели пост верховного лидера занял сын Моджтаба Хаминеи. По данным иранских СМИ, он также получил ранение во время удара и с начала войны публично не появлялся. В разгар войны Израиль якобы готовил покушение на главных переговорщиков Ирана. И об этом со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников пишет газета The New York Times. По данным издания, в списке целей израильских спецслужб были министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Именно они возглавляли иранскую делегацию на переговорах с США. В Вашингтоне опасались, что их ликвидация сорвет дипломатический процесс, поэтому через посредников предупредили Тегеран о возможной угрозе и попросили Израиль отказаться от подобных действий. После этого иранская сторона резко усилила меры безопасности. Перед поездкой делегации в Пакистан Тегеран добивался от США гарантий безопасности своих представителей. По информации издания, на обратном пути самолет Галибафа пришлось экстренно посадить после сообщения о возможной угрозе, а до Тегерана делегация добиралась по земле. В материале также утверждается, что в начале войны Израиль рассматривал масштабную кампанию по ликвидации высшего руководства Ирана, рассчитывая добиться смены власти. Однако после начала переговоров США сделали ставку на дипломатическое урегулирование и пытались не допустить атак на участников переговорного процесса. Израиль эти данные официально не комментировал. В
В Киеве продолжаются поисково-спасательные работы после массированного российского удара 2 июля. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, число погибших возросло до 30 человек. Из-под завалов разрушенного жилого дома извлекли еще 3 тела. Спасатели продолжают разбор конструкций. Поиски пропавших без вести не прекращаются ни на минуту. В столице объявлен день траура. В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и публичные события. По состоянию на утро 3 июля остаются пропавшими еще 3 человека. Среди них 15-летняя девушка и родители 10-летнего мальчика, которые находятся в больнице. Всего в результате атаки пострадали 92 человека. В больницах остаются 56 раненых. Среди них дети и медики. Врачи сообщают, что состояние части пострадавших стабилизировано. Тем временем жители разрушенного российским ударом дома в Киеве возвращаются в квартиры, чтобы забрать уцелевшее имущество. Они выносят документы и личные вещи, отмечая, что их дома стали непригодны для жизни. Вчера людям разрешили зайти в свои квартиры под контролем спасателей и в защитных касках. Мы забрали документы и несколько личных вещей. Сегодня жителей снова пускают по одному, чтобы мы могли забрать уцелевшие вещи и вынести их сюда. Наша квартира на 9-м этаже, прямо рядом с той, которая была разрушена. Часть наших вещей внутри не пострадала, но окон и дверей больше нет. Во время спасения женщины была пробита часть стены. Квартира больше не пригодна для жизни, и дом тоже, как вы видите. Россия в ночь на 2 июля нанесла один из самых масштабных ударов по Киеву с начала войны. С применением сотен дронов и десятков ракет. Повреждения зафиксированы во всех районах города. Разрушены и повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. США предупредили Польшу о возможной российской провокации на территории страны. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон передал Варшаве несколько предупреждений о сценариях, которые якобы рассматриваются в Москве. Среди них удары беспилотниками или ракетами по объектам критической инфраструктуры, имитация авиаударов, а также возможное кратковременное пересечение границы российскими военными под предлогом технического сбоя или спасательной операции. По информации польских источников, главная цель подобных действий – спровоцировать кризис внутри НАТО, усилить напряженность среди союзников и добиться приостановки западной помощи Украине. По оценкам разведки, такая операция может быть предпринята уже в ближайшие месяцы. В польском министерстве обороны заявили, что вероятность подобных сценариев учитывают. В стране уже провели специальные учения, чтобы продемонстрировать готовность НАТО к жесткому ответу. При этом собеседники издания отмечают, что окончательное решение о возможной провокации в Москве, по их данным, пока не принято. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Киев подает сигналы о готовности снизить напряженность в отношениях с Варшавой после недавнего дипломатического конфликта. По словам Туска, Украина должна честно говорить о сложных страницах общей истории, если рассчитывать на вступление в Европейский Союз. Он также подчеркнул, что Польша продолжит поддерживать Украину, однако на саммите НАТО будет осторожно подходить к обещаниям новой финансовой помощи, поскольку Варшава несет основную нагрузку по защите восточной границы ЕС. Напомню, накануне стало известно, что Польша окончательно отказалась передавать Украине истребители МиГ-29, которые ранее планировали обменять на украинские технологии производства беспилотников. Как пишут польские СМИ, самолеты решили списать. Они выработали ресурс, и модернизировать их уже нецелесообразно. Тем временем, на фоне обострения украинско-польских отношений в Варшаве встречаются министры иностранных дел Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский. Стороны обсудят двусторонние отношения, ситуацию на фронте и дальнейшую поддержку Украины. Поводом для нового витка напряженности стало решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды после разногласий вокруг исторической политики и украинского подразделения, названного в честь бойцов УПА. В этот самый момент проходит, а возможно уже завершился разговор министра иностранных дел с его украинским коллегой. У меня есть основания полагать, что украинские политики осознали эскалация напряженности, за которую они несут ответственность. И сигналы, исходившие из Киева, спровоцировали конфликт, который наносит ущерб интересам и Польши, и Украины. Есть признаки того, что украинская сторона поняла. Стоит искать пути к честному диалогу, в том числе о будущем. Не может быть европейского сообщества без примирения. Но примирение невозможно без исторической правды и осмысления болезненного прошлого. Украина должна это понимать. Польша очень активно готовится к различным сценариям. Я не хочу никого пугать, но ближайшие месяцы, в том числе из-за меняющегося характера войны в Украине, могут стать по-настоящему критическими. Особенно сильно эти опасения ощущаются в странах Балтии.
Не нужно бояться, но и недооценивать угрозу нельзя. Мы готовимся к разным ситуациям и сохраняем бдительность. Мы хорошо понимаем существующие риски, в том числе благодаря информации, которую получаем от наших союзников. Мы также будем обсуждать необходимость дальнейшей поддержки Украины в ее войне против России. И Польша останется последовательной в этом вопросе. Однако я прошу всю делегацию проявлять осторожность в заявлениях о новой финансовой помощи со стороны Польши. Не потому, что Украине не нужна поддержка. Я считаю, что на Польше лежит огромная ответственность за защиту всей восточной границы Европейского Союза, и это должны учитывать все. Украина воюет, но именно Польша в мирное время несет основную нагрузку по защите своей, а значит и внешней границы ЕС от угроз с востока. Поэтому к Польше должен быть особый подход. Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал европейских союзников по НАТО, заявив о крайней несправедливости в распределении оборонных расходов. В Truth Social он подчеркнул, что США несут несоразмерно большую нагрузку в альянсе и назвал ситуацию с финансированием НАТО абсурдной. Абсурдно, что Соединенные Штаты Америки продолжают двигаться по этому одностороннему пути, когда отношения не являются взаимными. Они не были на нашей стороне. Президент Дональд Трамп. Опубликованные им данные касаются военных расходов стран и в целом совпадают с официальной статистикой НАТО за 2025 год с незначительными расхождениями. Заявление прозвучало на фоне подготовки к саммиту НАТО в Анкаре, где одной из ключевых тем станет распределение оборонных расходов. Канцлер Германии Фридрих Мерц перед саммитом НАТО встретился с лидерами стран Балтии и заявил, что Берлин готов существенно увеличить расходы на оборону. Так он ответил на новую критику президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что Германия уже удвоила военный бюджет за 4 года и не собирается оправдываться за усиление своей обороноспособности. Мы, немцы, тоже учимся у вас. Прежде всего потому, что вы гораздо раньше нас осознали необходимость действовать ради защиты нашей свободы, безопасности и процветания. Эта угроза не является абстрактной, она вполне реальна на восточном фланге НАТО. Саммит НАТО в Анкаре должен стать успешным. Мы хотим сделать НАТО более европейским, чтобы альянс оставался трансатлантическим. Именно поэтому европейские страны значительно увеличивают инвестиции в свою безопасность. Мы также намерены расширять сотрудничество в оборонной промышленности, в том числе со странами Балтии, которые, как и мы, заинтересованы в таком взаимодействии. Вы помните, что раньше мы спорили, должно ли это быть 3%, 3,5% или 5%. Мы договорились о 5%, и Германия за 4 года удвоила оборонный бюджет. Это крупнейшие усилия по укреплению нашей обороноспособности за всю историю страны. Нам нечего стыдиться, и мы скажем об этом без лишнего пафоса. Именно эти цифры, без каких-либо преувеличений, я приведу на встрече в Анкаре на следующей неделе. Наш план очень прост — лишить Путина денег и возможности продолжать войну. Мы продолжаем двигаться к этой цели, и страны Балтии находятся в авангарде этих усилий, открыто заявляя об этом. Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. Более сильная Европа в составе более сильного НАТО должна оставаться нашей общей стратегической целью. Саммит должен принести конкретные результаты и закрепить обязательство направлять на оборону 5% ВВП. Прокуратура Монако заявила, что главный подозреваемый в деле о взрыве у жилого дома в районе Пляс-Дю-Мулен является 39-летняя гражданка Украины, которая, по данным следствия, маскировалась под мужчину и скрылась после атаки. Подозреваемая оставила устройство у входа в здание и дистанционно привела его в действие в момент, когда к месту подошли 3 человека, среди которых украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Все 3 получили ранения в результате взрыва. Ермолаев и его близкие были доставлены в больницу. При этом один из пострадавших остается в критическом состоянии. Как сообщил заместитель прокурора Монако Морган Реймонд, подозреваемая объявлена в международный розыск по линии Интерпола. В красном уведомлении ей вменяются попытка убийства, размещение взрывного устройства в общественном месте и участие в преступном сговоре. Подозреваемая в покушении на убийство, а также в размещении взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом и в участии в преступном сговоре была установлена на основании последних данных. Это украинка в возрасте около 30 лет. Последнее известное место проживания которой — Германия, страна, с которой судебное сотрудничество осуществляется особенно активно. Сейчас в отношении нее выдан международный ордер на арест, который подписали следственные судьи, к которым я официально обратился поздно вечером вчера.
Подозреваемая находилась на скамейке на площади Мулин незадолго до прибытия 3 непосредственных жертв, которые возвращались пешком после ужина в прибрежном ресторане. Увидев их, она встала и, оставаясь в нескольких метрах впереди, разместила взрывное устройство, извлеченное из ее сумки Тоут, на ступенях входа в жилое здание, куда направлялись жертвы. Затем она повернулась, чтобы убедиться в присутствии 3 жертв на лестнице, и привела устройство в действие с помощью дистанционного пульта. Расширенный анализ городских камер видеонаблюдения за дни, предшествовавшие взрыву, позволил установить, что подозреваемая совершала несколько разведывательных визитов. Эта новая идентификация привела к обнаружению транспортного средства, которым пользовалось данное лицо, в том числе на территории княжества Монако, а также к установлению немецких номерных знаков. Важно, что выявление этого автомобиля позволило восстановить маршрут бегства подозреваемой, в частности, переход из Франции в Италию, и отследить ее дальнейшее передвижение по другим европейским странам благодаря усиленному международному сотрудничеству вплоть до страны ее проживания. Прокуратура также заявила, что рассматривается версия о возможных соучастниках. Однако 2 ранее задержанных в Монако были отпущены после проверки их непричастности. Расследование продолжается при участии международных правоохранительных структур. Ранее французские СМИ со ссылкой на источники писали, что основной версией следствия сейчас считается возможная причастность Службы безопасности Украины. При этом, по информации издания, речь могла идти скорее о предупреждении, чем о попытке убийства. Еще одна возможная версия. Семья Ермолаевых фигурирует в расследовании международной сети мошеннических колл-центров, через которые у жителей европейских стран могли похитить более 100 миллионов евро. По этой версии, взрыв может быть связан с конфликтом вокруг этого криминального бизнеса. Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение гражданину Украины Сергею К. по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» в Балтийском море в 2022 году. Об этом говорится в заявлении ведомства. По версии следствия, он входил в группу, которая спланировала и осуществила подрыв «Северного потока-1» и «Северного потока-2» у датского острова Борнхольм. Целью атаки, по версии обвинения, было прекращение поставок и лишение России доходов от экспорта энергоносителей. Согласно обвинительному заключению, в 2022 году Сергей К., будучи офицером украинской армии, вместе с другими военнослужащими по поручению государственных структур Украины разработал план уничтожения газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые проходят по дну Балтийского моря в немецкий Любмин. Для реализации плана была сформирована группа из нескольких профессиональных водолазов, капитана судна и специалиста по взрывчатке под руководством Сергея К. 4 сентября 2022 года он, как утверждает следствие, въехал в Германию через Польшу по поддельному украинскому паспорту. Затем группа вышла в море на арендованной в Ростоке парусной яхте, оформленной через посредников с использованием поддельных документов. На борту, по версии прокуратуры, перевозились крупные партии взрывчатки военного назначения. До 22 сентября участники операции установили на газопроводах у датского острова Борнхольм несколько зарядов с таймерами. Они сработали 26 сентября 2022 года, нанеся серьезные повреждения обеим ниткам газопроводов. Сергея К. задержали в Италии в августе 2025 года по европейскому ордеру и позднее экстрадировали в Германию. Решение о начале суда должен принять Высший земельный суд Гамбурга. В Кремле отреагировали на обвинения Германии по делу о подрыве северных потоков. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз должен учитывать это расследование при обсуждении членства Украины в ЕС. По его словам, обвинения якобы подтверждают причастность украинского государства к подрыву газопроводов. Украина свою причастность ранее отрицала. Это решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которую мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности и к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского Союза. Это очень важно. И, конечно, все страны ЕС должны учитывать этот кейс, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС и так далее. И, конечно, на этом фоне весьма и весьма парадоксально выглядят каждый раз новости, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима. В Москве на заправках возникли перебои с топливом.
Столичные автомобилисты выстраиваются в очереди, а часть АЗС временно закрылась под предлогом технических причин. На некоторых станциях отсутствуют отдельные марки бензина. На табло вместо цен стоят нули, а топливные пистолеты помечены как неисправные. На фоне регулярных украинских ударов по нефтяной инфраструктуре перебои с бензином за последний месяц затронули почти 80 российских регионов, а также оккупированные Крым и Севастополь. В ряде субъектов уже ограничили продажу топлива, а в Забайкальском крае и Иркутской области ввели режим повышенной готовности. Тем временем полиция Краснодарского края задержала 2 мужчин, которые пытались незаконно перепродать 1000 литров бензина. По версии следствия, топливо они закупили в Ростове-на-Дону и собирались реализовать в соседнем Краснодарском крае. За нелегальную торговлю им грозит до 6 лет лишения свободы. В Беларуси 3 июля отмечают День независимости. Праздник приурочен к годовщине освобождения Минска советскими войсками от немецкой оккупации в 1944 году. До 1997 года День независимости в стране отмечали 27 июля, в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете. С праздником белорусов поздравил Александр Лукашенко. В своем обращении он назвал 3 июля символом мужества, свободы и патриотизма, поблагодарил защитников страны и пожелал гражданам здоровья, добра и счастья. Поздравления белорусскому народу также направил государственный секретарь США Марко Рубио. Заявление опубликовал Госдепартамент США. От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю народ Беларуси с празднованием Дня независимости. В то время как американцы готовятся отметить 250-ю годовщину собственной независимости 4 июля, белорусы отмечают 3 июля как определяющий момент освобождения Минска от нацистской оккупации в 1944 году. По этому случаю я выражаю искренние пожелания народу Беларуси мирного и процветающего будущего. Также свои поздравления Александру Лукашенко и белорусскому народу по случаю Дня независимости направил и президент США Дональд Трамп. В обращении он отметил, что этот день напоминает об освобождении Минска от нацистской оккупации, пожелал Беларуси мира и процветания, а также выразил надежду на личную встречу с Лукашенко в будущем. На Тайване провели масштабные учения на случай возможного нападения Китая. По легенде, остров одновременно столкнулся с морской блокадой, землетрясением, диверсиями, кибератаками и полномасштабным вторжением. Во время тренировок отрабатывали работу подземных госпиталей, выдачу продовольствия по карточкам, борьбу с дезинформацией и отражение атак беспилотников. Власти заявили, что после опыта войн в Украине и на Ближнем Востоке делают такие учения максимально приближенными к реальности. Во Флориде на дорожных указателях уже появилось новое название аэропорта – President Donald J. Trump International Airport. Переименовать аэропорт Палм-Бич решили еще весной. Соответствующий закон подписал губернатор Рон Де Сантис. Теперь водителей официально направляют в аэропорт имени действующего президента США, который после переезда из Нью-Йорка считает своей резиденцией поместье Мар-а-Лаго неподалеку.